Здоровым быть легко, поможет вам. Сегодня я отвечу на вопросы, которые задаете на моем обновленном сайте tibetanformula.com, а также дублируется видео на моем сайте aduiko.com. Все ссылки на препараты, о которых я буду рассказывать, будут находиться после окончания данного видео в ссылке к описанию данного видео. Итак, сегодня вы написали мне ряд вопросов, на которых я с удовольствием отвечу. Ура! Вновь начались наши вебинары. И быстро ставим видно, слышно и начинаем трансляцию. Что там, идет трансляция? Ага, идет. Елена Джакушева, здравствуйте, Андрей Андреевич. Марк Скарт, здравствуйте, уважаемый учитель. Здравствуйте, ребята. Ну что, открываю я сайт наш сейчас, одну минуту. Tibetan формула. Угу. Валентина Матиенко, gmail.com. Добрый день, Андрей Андреевич, крик души. У сына 34 года, проблемы с спиной, я так предполагаю, с позвоночником, не может долго находиться на ногах, боли. Что посоветуете, чем можно помочь? Очень прошу ответить. Есть ряд проблемных участков, которые отвечают за определенные органы. В тибетской медицине считается, что весь позвоночник является неким таким функциональным аппаратом, который реагирует на разные состояния человека. Считается, что в случае, если человек на протяжении дня ощущает усталость в позвоночнике, это связано с с истощением центральной нервной деятельности. По моему мнению, может помочь препарат витамин В6 совместно с магнием. Я считаю, что препараты, которые могут привести к разжижению крови, то есть это обычный аспирин, препарат магний В6 или просто В6, препараты с высоким содержанием йода, допустим, там йодомарин, или препараты нашей компании, магний B6, магнум цит 300, препарат вертебралис, это все в комплексе может помочь избавиться от заболеваний позвоночника. Смазывать можно мазью вертебралис, все это можно приобрести на моем сайте. Но вернемся все-таки к идеям, которые связаны с тибетской медициной, почему, в общем-то, начинает болеть позвоночник. Тибетская медицина говорит, что разные отделы позвоночника отвечают за разные функциональные особенности нашего тела или нашего организма. Считается, что копчиковый отдел болит в случае, если у человека увеличивается печень. Пояснично-крестцовый болит в случае, если у человека есть простатит, у женщин миома матки или эндометриоз, в случае, если есть проблемы почек левой или правой, в случае, если есть мочекаменное заболевание. Грудной отдел, нижняя часть, это начинает происходить, ну или появляется боли в случае, если у человека есть заболевание поджелудочной железы, панкреатит или хронический панкреатит. Более в правую сторону в случае, если есть заболевание желудка и селезенки. Более в правую сторону в случае, если есть заболевание, более в левую, вернее, сторону в случае, если есть заболевание двенадцатиперстной кишки. В случае, если более в правую сторону, то в случае, если есть заболевание желудка и селезенки. Грудного отдела обычно заболевания легочные, перенакопление жидкости в легких, снижение иммунитета, отравление при грыже пищевода и при заболеваниях почек тоже. Шейный отдел обычно при заболеваниях, гипертоническое заболевание сердца, заболевание глаз, заболевание носоглотки. Чем это все необходимо лечить? Ряд препаратов есть в моей компании. Один из них это препарат такой многофункциональный, это препарат вертебралис. Также хотелось бы еще раз сказать, что очень часто при истощении нервной системы, при бессоннице, недостаточной физической активности начинает болеть позвоночник. То есть что необходимо делать? Первое, начать отдыхать.
Второе, начинать принимать препарат B6, начинать принимать минеральное вещество магний и принимать йод содержащие препараты. Это, ну и нетрадиционный народный способ, который в большом количестве нашел резонанс среди людей, которые смотрят мои видео. Это способ зеленой нитки. Необходимо взять зеленую нитку из любого материала, главное, чтобы было зеленого цвета, после чего обвязать поясницу в один слой или несколько слоев и два конца данной нити между собой связать на 38 узлов. Почему 38 узлов, почему зеленая, я ответить могу, но это целый семинар, вы сможете об этом увидеть, вернее, сможете получить эту информацию в случае, если в YouTube напишите лечение позвоночника зеленой нити от Дуйко. Также мной были разработаны определенные упражнения, которые доказали свою состоятельность. Я прямо очень рекомендую людям, у которых есть заболевание позвоночника, использовать мои 7 упражнений лечения позвоночника от Дуйко. Есть видео, которое называется «За 1 минуту я вылечу позвоночник». Там внушение, которое действительно помогает. Помогает тем, у кого есть проблемы, связанные как раз с психикой и позвоночником. Есть упражнения, которые я назвал Тибет. Это несложное упражнение «Тряси, сиди, беги, дыши», которые сокращенно в аббревиатуру появляется название Тибет. Это определенный вид или комплекс упражнений, который помогает человеку избавиться от многих заболеваний, улучшить общее самочувствие. Все, что вам необходимо сделать, это просто ввести в YouTube Андрей Дуйко упражнение Тибет. Как Тибет, только без буквы Т, а с буквой Д. Леся Барановская. Из народных способов лечения позвоночника. Первый – это зеленая нить. Второй – натирание позвоночника салом. Третье – прикладывание компрессов, которые делаются, или аппликаций, которые делаются следующим образом. Одна часть меда, одна часть соли смешивается между собой, наносится на места болезненные вдоль позвоночника, и таким образом человек может себя лучше чувствовать. Нетрадиционная рефлексотерапия говорит о том, что у человека есть определенные точки, которые отвечают за зажимы. Итак, в случае, если болит бурсит, то человек закрывает рот, противоположной рукой активно дышит в руку, после чего занимается массажем. Каким массажем? Находится на предплечье самая болезненная точка, и начинает человек ее активно массажировать, чтобы было больно. Опять-таки в противоположность тому месту, которое у вас болит. Итак, в случае, если болит плечо, в случае, если болит шейный отдел, находите на предплечье точку болезненную, также находите точку болезненную, которая должна находиться между лучезапястными костями, и тоже ее находите и массажируете, чтобы было больно. Также к тем местам, которые болезненные, они могут быть болезненными на руках, вот в тех местах, где я показываю, в этой зоне, вот в этой зоне предплечья. Можно прикладывать компресс под повязку из семян горчицы, семян красного или черного перца, ну лучше черного перца, на короткий промежуток времени. Небольшой зубчик чеснока, не раскрашивая его, вернее, не нужно его измельчать, можно прикрепить вот к верхней части запястья, лучезапястной кости или предплечья на 10-15 минут. Считается, что за это время, в случае, если болит шейный отдел или грудной отдел, то прикрепленные вот к этим местам дольки чеснока могут помочь человеку избавиться от боли. Как-нибудь отдельно проведу такую вот лекцию, которая связана вот с такими необычными видами лечения. Піскун Людмила. Андрій Андрійович, доброго дня. Прошу підскажіть, приймаю мідрол, коли краще приймати ранок, вечір і продовжувати далі на лиці, на переносиці червоні п'ятна, вовчанка, пече, як цю позбутись, бажано народними, дякую. Есть ряд заболеваний, среди которых заболевания ревматоидный полиартрит и васкулит,
который, ну, насколько я помню, Люда, я вам и назначал препарат Медрол, чтобы вы его принимали. Вся особенность препарата Медрол заключается в том, что препарат Медрол нельзя отменять. То есть его необходимо принимать на протяжении 6-7-9 месяцев, постоянно при этом проверяя антистрептолизин, ревматоидный фактор, ну и так далее. То, что я вам назначал, эти анализы. И в случае, если анализы приходят в норму, то только в этом случае отменять. Все остальное время необходимо принимать препарат. Препарат обычно принимается до приема пищи. Лучшее время приема препарата раннее утро. В случае, если человек отменяет препарат и в дальнейшем вновь хочет препарат принимать, то есть такой вариант, что препарат не будет помогать человеку. Почему? Это связано с тем, что у человека появляется резистентность к препарату, то есть у человека появляется иммунитет, и организм требует увеличения дозировки данного препарата. Поэтому в дальнейшем, когда человек играется с гормонами, дозировку препарата необходимо увеличивать. Опять-таки, хорошо, чтобы этим занимался доктор. Из народных способов лечения васкулита, ревматоидного артрита, ревматизма широко используется подмор. То есть берется подмор, это пчелы, которые умерли, они заливаются спиртом, настаивается, или водкой, настаивается таким вот спиртом, натирают места, которые болят, а также принимают по 1 столовой ложке на стакан воды 3-4 раза или даже 5 раз в день. Такой еще один нетрадиционный китайский способ, это берутся живые пчелы в количестве 1 стакана, заливается 2 стаканами самогонки, желательно которую отогнали из винограда, и настаивается на протяжении 2 недель. Принимается по чайной ложке, не разводя ни с чем, 2-3 раза в день. Также таким средством натирают места, пораженные ревматоидным артритом. Далее, нетрадиционные способы — это семена лука, салата, вернее, латук. Это маленький салат, который вырастает на 1-2 сантиметра. Считается, что применение черники, применение меда, применение всех производных меду препаратов, таких как прополис, подмор, маточное молочко особенно хорошо помогают при лечении васкулита и красной волчанки. Из моих препаратов, конечно же, это артрамин, спрей, которым смазывать места. Это применение препарата артразин, применение препарата Хабур Рашат и Инстамакс. Леся Барановская. Здравствуйте, спасибо, продолжайте заботиться о нас, пожалуйста. Меня замучили приливы, бросает то в жар, то в холод. Достаточно ли будет приема климактерикс или нужно еще что-то добавить? Когда у человека появляются климактерические периоды, то лечить необходимо совместно с противоклимактерическим препаратом климактерикс, совместно его принимая с препаратом Сирантал. В комплексе они имеют более ярко выраженный эффект. Также еще раз хотелось бы сказать, что для того, чтобы улучшить общий эффект, необходимо добавить препараты с высоким содержанием железа, а также добавить препараты с высоким содержанием витамина В6. То есть можно в аптеке приобрести магний В6, принимать его совместно с климактериксом, можно принимать препараты железа, там, допустим, тотему 1 раз в день на протяжении 10 дней. Это все в комплексе улучшает общее состояние. Татьяна Гдичинская, препарат артрамин. Огромное спасибо. И еще один вопрос. На фоне приема препаратов эмбриоконцентрат и эмбрио плюс появились трещины на анусе. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что очень высокая кислотность желудочно-кишечного тракта. И данный препарат очень поднимает вам данную кислотность. Что необходимо сделать?
Прежде всего, необходимо увеличить кислотность ЖКТ, снизить кислотность ЖКТ. Самый простой способ это сделать, это применение 1 чайной ложки соды на 1 стакан кипяченой воды теплой, принимать 1 раз в день до приема пищи утром и вечером. Делать это необходимо, выполнять это необходимо на протяжении хотя бы 15 дней. Также можно использовать свечи, которые могут, не свечи, а мазь от геморроя. Норикс, по-моему, она называется, для того, чтобы помочь вашему, помочь вам, чтобы у вас не появлялось в дальнейшем заболевание геморроидальные узлы, геморроидальные трещины. Дальше по поводу приливов. Есть народный нетрадиционный способ, это использование гвоздя. Что необходимо делать? Нет, не то, что думают обычно необразованные люди, а гвоздем я рекомендую создавать препарат определенный. Что необходимо сделать? Необходимо взять железный гвоздь, нагреть его грелкой или над конфоркой, после чего взять стакан воды холодной и окунуть этот гвоздь после того, когда он накалился до красна, в холодную воду. Сделать так с гвоздем необходимо 30, 50, 60 или 90 раз. После чего 1 стакан такой воды, подготовленный в виде такого препарата, выпить. В случае, если принимать по 1 стакану 2 раза в день вот такого вещества, то на протяжении 10-30 дней любой климакс исчезает. Это проверено. Есть огромное количество людей, которые написали: спасибо, Андрей Андреевич, после приема, вот после изготовления такого препарата действительно это помогает. Здравствуйте. Если нижняя губа продолжает трескаться, принимала пропринозин, гропринозин, да, и вечером 10 дней смазываю губы пенцикловиром, на языке белый налет с желтым оттенком. Большое спасибо за помощь и поддержку. Нет, в случае, если губа продолжает трескаться, то часто люди думают, что это герпетическое заболевание. Именно поэтому, скорее всего, вы и начали принимать препараты противовирусные. В целом, в случае, если губа начинает трескаться или губы начинают трескаться, это говорит о том, что у человека есть гастрорефлюксное заболевание. Это говорит о том, что в ночное время кислота проникает через пищевод, попадает в рот и повреждает вам слизистую оболочку рта и слизистую оболочку ваших губ. Каким образом с этим можно, как с этим нужно справляться? Первое, моя рекомендация: принимайте препарат омепразол. 1 таблетка 2 раза в день перед приемом пищи, 30 дней. Принимать, это аптечный препарат. Начинайте принимать йодовую горку. 1 капля йода на 1 столовую ложку молока перед сном. Первый день 1 капля, второй день 2 капли, на 10-й день 10 капель, на 11-й 9 и на 19-й 1. После этого 1 неделю перерыв и курс приема йода повторите еще раз. Следующее. Смазывайте трещины на губах мазью с ярко выраженным эффектом ментола. Поможет моя мазь, которая уберет трещины на губах за 1-8 приемов. Эта мазь называется вариковазиновая. Сейчас, 1 секунду, я закрою дверь. Проснулись малыши. Проснулись малыши. Мешают нам немножко. Наталья Круть, скажите, пожалуйста, могут ли куриные яйца, жареные, вареные сыры повышать сахар крови? Дякую, Андрей Андреевич. Да, могут. Яйца и белки могут повышать сахар в крови. Очень часто человек начинает поправляться и ничем не может сбросить вес. Часто так бывает, что избыточный вес преследует человека. Конечно же, всем понятно, это инсулинорезистентность. Там ряд врачей могут посоветовать принимать метформин или принимать глюкофаж, принимать альфа-липоевую кислоту, ну и так далее. Но есть такая особенность. По моему мнению, я считаю, что очень часто само заболевание, которое связано с ожирением, очень часто у человека идет прямо пропорционально усвоению кислорода и попаданию кислорода в его организм. Именно поэтому я рекомендую тем людям,
которые страдают данными заболеваниями, то бишь ожирения, увеличивать возможность дыхательных ритмов, то есть активно дышать. Это можно делать с физической тренировкой, без физической тренировки. В случае, если увеличивать количество дыхательных циклов, допустим, вам 50 лет, вот делайте по 50 дыхательных циклов, вытягивая и втягивая живот во время вдоха и выдоха, делайте 5-6 раз в день. Это несложное упражнение, которое будет занимать у вас 20-50 секунд, то есть вы садитесь ровненько, засекаете 50 секунд, ну 1 минуту и начинаете активно дышать. Вот таким образом. И считаете. То есть если вам 60 лет, 60 раз, там 30 лет, 30 раз. Делайте при этом комплекс такого дыхания на протяжении дня. Делайте это от 10 раз до 30 раз в разное время. Уже на протяжении первой недели вы увидите, на протяжении первой недели ничего происходить не будет. Просто улучшится самочувствие, улучшится самоконтроль, улучшится внешний вид, уйдет жидкость лишняя или избыточная из организма. Но через 1 неделю вы начнете замечать, как ваш вес начнет снижаться. В случае, если вы продолжите, то помимо всего прочего это приведет еще и к омоложению, к улучшению общего физического состояния, к улучшению сна и так далее. Без особых физических упражнений. Это связано с насыщением крови кислородом. И кислород является антиоксидантом, кислород является веществом, которое способствует в цикле Кребса разрушению молочной кислоты, ну и как сопутствующее снижению, вернее увеличению глюкозы, уменьшению инсулина, ну и так далее. Одним словом улучшает общий метаболизм в организме и общий обмен веществ. А это только нам и нужно. Запомните, что очень часто из-за пассивной жизни, из-за пассивного образа жизни, из-за того, что мы, в общем-то, просто вот живем обычной жизнью, уменьшается наше дыхание. Дело в том, что в случае, если мы посчитаем количество дыхательных циклов, которые есть у детей и у взрослых людей, особенно болеющих, то мы можем заметить, что количество вдохов и выдохов со временем или к старости уменьшается. Таким образом, можно сказать, что частота дыхания ребенка глобально отличается от частоты дыхания взрослого человека. И аналитику или аналогию провести несложно. То есть, если хочешь быть здоров, дыши как ребенок на протяжении дня. Естественно, мы дышать так активно не можем, потому что есть там ряд определенных причин, по которым мы так не можем дышать. Но в случае, если мы это делаем часто и специально, и принципиально, то без особой физической активности мы можем уменьшить свой вес, улучшить общее самочувствие, ну и так далее. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. По поводу вареных яиц, любые белки, они могут увеличивать у человека глюкозу. Потому что когда человек принимает белок, то у него может уменьшаться инсулин. В этот момент может расти глюкоза. Все это. Здесь одна особенность. В случае, если человек принимает белки в виде яиц, то пусть он разделит между собой прием желтка и белка в разное время. Тогда глюкоза подниматься не будет. Дальше. Так, YouTube. Здравствуйте, спрашивает Люба Осипова. Мне 69 лет. Очень часто воспаляются лимфоузлы подчелюстные. И сейчас слева очень болит. В чем причина и что делать? Обычно наши лимфоузлы воспаляются в тех местах, где есть проблемы, связанные с железами. Смотрите, подмышечные лимфоузлы связаны с железами грудными. Челюстные связаны с железами щитовидной железы.
там ушные, связанные с слюнными железами. Именно поэтому, если у вас есть проблема, связанная с подчелюстными узлами, это говорит о том, что есть проблемы щитовидной железы. Что необходимо попринимать? Принимайте препарат нашей компании Лопчатка или Таратозин по 2 таблетки 2 раза в день. Можно принимать йод содержащий препарат любой компании. Можно приготовить синий йод, как это сделать, можно найти в YouTube и принимать, как посоветуют там в YouTube видео. Можно принимать препараты аптечные, йодомарин или водорастворимый люголь, ну и так далее. Рекомендую. Анастасия Марыгина. Подскажите, в моем случае помогут ли средства против стафилококка, которые вы рекомендовали, и молоко парное? И чем можно заменить ваши препараты? У меня аутоиммунный артрит. Прежде всего, нужно обратиться к лечащему врачу. Самый простой способ лечения заболевания аутоиммунный артрит – это обратиться к врачу, который назначит вам ряд препаратов, которые улучшат ваш иммунитет. Это гормональные препараты, нестероидные, противовоспалительные, определенные мази и так далее. Может ли вам помочь парное молоко? Да, это в зависимости от того, насколько затянуто само заболевание. В случае, если заболевание у вас слишком затянуто, вы болеете им хронически очень долго, то, скорее всего, придется принимать парное молоко слишком долго, ну хотя бы 90 дней. Если вы готовы на это, то, скорее всего, эффект не заставит себя ждать. Если нет возможности заказать в мою страну, у меня артрит, вызванный геном HLBA27. Поможет ли терапия у доктора китайской медицины? Поможет терапия гормональных препаратов, которые назначит вам врач, там, допустим, травматолог или невролог. И эти препараты в действительности могут очень помочь. То есть это может быть в вашем случае преднизолон или уколы с гидрокортизоном, или это может быть гидрокортизоновая мазь, или это может быть метотрексат, в зависимости от того, насколько длительно вы болеете, выбрать терапию и вылечить. Или это, там, допустим, высокая ослоу, антистриптолизин, то можно назначить вам курс, допустим, препарата, там, антибиотика, определить резистентность, к которому будет у вас возможно. То есть это применение там, может быть там, каких-либо антибиотиков в ходе лечения и так далее. Все это сейчас лечится, это все совершенно не страшно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Чем вылечить конъюнктивит? Есть очень нетрадиционный способ вылечить конъюнктивит. Сейчас я вас научу. Иногда я такие способы даю. Почему они работают? Но ответить я, к сожалению, не смогу. Необходимо сделать так. Взять, зажать 3 пальца левой руки вот таким образом. Поплевать на 2 пальца левой руки. Прикоснуться к конъюнктивиту своему. После этого поплевать через левое плечо. Сделать так необходимо на протяжении дня 10-15 раз. Обычно за 2 дня все исчезает. Проверено вот 100%. Народный способ прикладывания своей утренней мочи в виде там, салфетки или аппликации к веку. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, может ли мой сын поехать в августе года на... Зачем вы это мне пишете? Как нужно избавиться от шума в ушах или в голове? После ковида еще бессонница появилась. Спасибо вам. Поможет витамин В6. Принимайте магний В6 на больших дозировках, хотя бы дозировки хотя бы 200 миллиграммов В6 витамина. Принимайте его 2 раза и принимайте магний не менее 1000 миллиграмм. Принимайте 2 раза в день, даже вот в таких больших дозировках это безопасно. А если на все препараты аллергия? В случае, если на все препараты аллергия, это говорит о том, что печень находится не в норме. И это говорит о том, что нужно воздействовать на печень. Каким образом? Как убрать из печени билирубин, как убрать из печени высокий холестерин, как убрать гликогированный гемоглобин, как снизить ацетиламинотрансферазу и так далее. Этому всему поможет обычная поваренная соль.
Каким образом ее необходимо принимать? Четверть чайной ложки поваренной соли на 1 стакан воды с добавлением 1 столовой ложки, четверть чайной ложки поваренной соли и 1 чайная ложка соды на стакан горячей воды, теплой, не кипятка. Принимать необходимо такую жидкость 1 раз утром, 1 раз вечером на протяжении 10 дней. Это разгружает печень, очищает желчный пузырь от камней, а также помогает человеку избавиться от аллергии. Проверенный рецепт, пользуйтесь на здоровье. Конечно же, можно мне сказать, ты сумасшедший и так далее. Я хочу вам сказать, что данные рецепты проверены 18-летней практикой работы с людьми. Мои традиционные и нетрадиционные методы достаточно эффективны. Несколько слов о препаратах, которые я бы рекомендовал принимать в мае. Итак, первый препарат моей компании называется Гормонорм. Очень часто люди, страдающие ожирением, думают, что их проблема самая значимая. Я хочу сказать, что это не так, потому что в случае, если в поисковике набрать «как избавиться от ожирения», появится там 300 тысяч человек, которые ищут или которые вынуждены искать решение данной проблемы традиционными и нетрадиционными способами. Но вы увидите, что есть огромное количество, это тоже сотни тысяч человек, которые постоянно ищут ответы на то, как же все-таки можно набрать вес. Есть астеническая форма тела или астеническая форма физиологии человека, когда человек что бы ни ел и что бы ни предпринимал, не может набрать вес. Это связано с гормональными сбоями. Поможет мой препарат, который называется Гормонорм. Данный препарат Гормонорм можно приобрести на моем сайте tibetan-formula.com. Ссылку вы найдете под данным видео после окончания вебинара, и ссылку на те препараты, о которых я сейчас расскажу, можно будет найти тоже в описании под данным видео, которое я сделаю сразу после окончания данного вебинара. Здоровая кожа. Именно сейчас, в период мая и июня, у людей появляются проблемы с кожей, появляются черные точки, появляются угри, появляются шелушения кожи. Ну а как известно, весна — это время, когда нужно выглядеть хорошо, потому что появляется желание создать семью, хочется быть привлекательным человеком и так далее. Я рекомендую использовать мой препарат, который называется «Здоровая кожа» или по-другому «Балодерма». Он действительно приводит к тому, что кожа становится красивой, происходит такой ярко выраженный геронтологический эффект, улучшается общее состояние кожи, проверено. Далее, Грипп-депо. Сейчас, когда большое количество людей смотрит за тем, что происходит в мире, и видит, что идет война, которая идет между Украиной и Россией, то есть Россия в этом случае выступает как агрессор и пытается заставить Украину стать частью себя. В этот момент люди забывают о том, что коронавирус никто не отменил. И если вы думаете, что на сегодняшний день данным заболеванием не болеют люди, вы глубоко ошибаетесь. Просто данное заболевание или данный вирус и данная агрессивная форма этого вируса, она никуда не ушла и до сих пор находится. Но из-за того, что люди вновь перестали пользоваться масками, напрасно. Из-за того, что люди перестали обращать на это внимание, тоже напрасно. Грипп как распространялся, так и распространяется. Или вирус как распространялся, так и распространяется. Количество людей, которые в настоящее время болеют коронавирусом, болеют гриппом, не уменьшилось, но во многих случаях даже увеличилось. Об этом многие уехали, но те, кто остался, тот, кто находится за границей, сталкиваются с тем, что они болеют коронавирусом. И если есть люди, которые хотят сказать мне, это неправда, сейчас никто не болеет, то это огромная ошибка. Никто не отменил вирус, пандемия данного вируса как была, так и осталась. К нему прибавились весенние виды гриппа, это весенние виды гриппа формы А. И, конечно же, стоит на это обращать внимание.
Я создал препарат, создал его несколько лет назад, он называется Грипп Депо. По моему мнению, применение данного препарата может помочь человеку предотвратить появление вирусов, появление коронавируса, который является разновидностью гриппа фактически. Ну и, по моему мнению, даже привитые от гриппа люди или привитые от коронавируса люди, они могут, даже несколько раз привитые, они могут болеть и третий, и четвертый раз. Как показала медицинская практика, сейчас это не является каким-то, наверное, секретом ни от кого. Поэтому для того, чтобы не болеть в виде профилактики, ну и в ходе лечения, используйте мой препарат Грипп Депо. Следующий препарат. Именно весной у детей, у взрослых обостряется количество гельминтозов. Именно в это время это и появляется все. Как проявляются гельминты? Появляется, там, увеличивается газообразование. Появляется ощущение бесконечного, наверное, выделения из заднего прохода. Пекучие выделения, появляется в вечернее, особенно приближенно, ну и в течение дня появляется зуд в заднем проходе. Это может быть и геморроидальным, или трещинами в слепой кишке, но, как правило, это может быть еще и проблемой гельминтозов или гельминтов. То есть человек начинает чувствовать усталость, после приема пищи у него вздувается живот, появляется метеоризм, появляется выделение из заднего прохода, появляется зуд в заднем проходе и так далее. Это говорит о том, что пришло время избавиться от гельминтов. Очень часто в случае, если человек принимал, допустим, противогельминтный препарат какой-либо на протяжении своей жизни, там какие-нибудь вспомню, там альбендазол, там пипиразина, дипинат, там пирантел, то со временем организм вырабатывает к ним иммунитет, и использование данных препаратов становится неэффективным. Именно поэтому я рекомендую использовать два моих препарата моей компании. Один называется Гильминфит, 2 таблетки натощак за 1 час приема пищи и 2 таблетки перед сном. После этого ничего не принимать на протяжении 30 дней. Совместно с препаратом, который называется Популин, 1 столовая ложка на стакан воды. 1 раз в день, желательно утром. Также рекомендую использовать горечи. Известно, что горечи уничтожают глистов, и горечи в моей компании называется Амарум, горечи Дуйко. Дальше Апимокс. Есть препарат Апимокс. Это препарат, состоящий из 3 частей: цветочная пыльца, мумиё, цветочная пыльца, прополис и цветочная пыльца, маточное молочко и прополис. Это препарат Апимокс, который был создан как препарат, содержащий высокую концентрацию действующих веществ, которые способны которые способны улучшить иммунитет человека. Они экологически и цитотоксически безопасны. Рекомендую тем людям, у которых есть общее состояние усталости, вы чувствуете, что вы часто болеете и так далее. Также несколько слов вот о чем. В случае, если в детстве ребенок болел аскаридами, в случае, если ребенок в детстве болел глистами и проходил курс лечения, то в взрослом возрасте у такого человека может проявиться, это очень реально, могут появляться постоянные заболевания легких. То есть это бронхиты хронические вирусные заболевания и так далее. Именно поэтому я рекомендую таким людям провести ингаляции с веществом популин. 1 чайная ложка популина на какое-то количество воды не имеет значения. Влить это в камеру компрессионного ингалятора и провести 5-10-минутную ингаляцию 1 раз в день. Это уберет остаточные явления легочные, которые были связаны с тем, что яйца аскарид попали в легкие и в дальнейшем приводят к ухудшению иммунитета и к появлению бронхолегочных заболеваний, хронических заболеваний бронхов и легких.
Применение такой ингаляции поможет вам на долгое время, может быть на всю жизнь, избавиться от хронических заболеваний бронхов и легких. Дальше. Тарантел. Есть заболевание Эценко-Кушинга. Заболевание Эценко-Кушинга связано с недостаточной формой работы надпочечников человека. Когда надпочечники работают недостаточно хорошо, то это мы начинаем замечать в форме того, что скулы становятся более расширенными, лицо принимает форму одутловатости, жировая клетчатка на теле начинает приобретать, изменять, вернее, физиологические параметры. То есть у человека появляются тонкие руки, тонкие ноги, тонкая шея, при этом туловище увеличивается в объемах. Жир начинает нестандартно откладываться на уровне нижней части живота, и человек приобретает такую типичную для синдрома Эценко-Кушинга форму. Для того, чтобы убрать это или устранить и сделать так, чтобы также при приеме гормональных препаратов, допустим, там длительный прием гидрокортизона, длительный прием преднизолона, мидрола, в дальнейшем может привести к появлению или следствием этого может прийти заболевание Эценко-Кушинга. То есть происходит уменьшение в объемах надпочечников, что приводит к уменьшению выделенных гормонов. Это прогестерон, эстрадиол, это адреналин, норадреналин, это кортизол, который должен стать кортизоном и гидрокортизоном, как следствие там, распада, адреналин и так далее. И это все в комплексе, уменьшение выделения данных гормонов может привести к внешнему изменению. Таких людей всегда очень, их можно увидеть в толпе, это такой необычный отек. Это лунообразное лицо становится, увеличиваются скулы, лицо становится более приплюснутым, таким в объемах увеличивается человек. Поможет мой препарат, который называется Tentorix. Поможет мой препарат Tentorix. Он поможет вам избавиться от данного заболевания Тарантел. Препарат Тарантел я рекомендую использовать людям, которые болеют астматическими заболеваниями или астмой. Часто во время астмы или легочной недостаточности часть слизи, которая должна выделяться, накапливается в легких. И это хронически происходит. Для того, чтобы вывести слизь, эксудат, необходимо использовать препарат, который называется Тарантел. Он приведет к тому, что легкие будут освобождаться, объем легких будет увеличиваться. Рекомендую людям, у которых есть пульмонологические заболевания, хобл, которые страдают хроническим заболеванием астма. Пожалуйста, великолепный препарат. Лизам есть, ангины нет. Я долго думал, можно ли создать препарат, который бы мог быть экологическим антибиотиком. Конечно же, такой препарат можно создать. Наша слюна имеет в себе высокое содержание лизоцима, вещества, которое является веществом, физиологическим антибиотиком, который может помочь справиться с заболеваниями вирусов, которые могут появляться в носоглотке, в горле, в гортани, в трахеях и так далее. Но со временем процесс выделения лизоцима и его концентрация уменьшается. В этом случае нам поможет лизоцим, который мы дополнительно можем применять. Данный препарат лизоцим является концентрированным веществом лизоцим, который выделяется из слюнных желез крупного рогатого скота и используется нашей компанией как изготовление данного препарата лизам. Есть лизам в каплях, есть лизам в виде спрея для носоглотки, есть лизам в лизоцим, есть лизоцимовые капли, есть лизам для детей сладкие таблетки, которые можно рассасывать, есть лизам в виде препаратов. В чем их отличие? В случае, если начинается ангина или у ребенка ангина или у вас, лизам может снять боль в горле и убрать ангину всего лишь за 5-7 минут.
В случае, если человек болеет уже активно заболеванием носоглотки, также в случае, если у человека есть язва желудка, в случае, если есть гастроэнтероколит, допустим, или рефлюксное заболевание, то вы можете использовать лизам как профилактика заболеваний желудка, пищевода, ложного крупа и носоглотки, хронических там увеличенных лимфоузлов щитовидной железы там, и так далее. Великолепный препарат, пожалуйста, рекомендую. Все можно приобрести на моем сайте. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Проблемы со сном лет 5. Пила, дремин, не помог. На шее отек, сам появляется и стухает, мешает спать, дышать. Врачи не помогли, щитовидную железу проверяю, сейчас в норме. В случае, если щитовидная железа в норме, а отек появляется, это говорит о заболеваниях десен, это может быть гингивит, это может быть слюнные железы, это могут быть заболевания зубов, там, кариес или там, пародонтоз или еще что-то. То есть обратить внимание на это все-таки стоит. Обратитесь к стоматологу, пусть стоматолог проведет исследование, возможно что-то под коронкой, возможно где-то есть там хронический кариес, который вы не замечаете. Ну и есть смысл все-таки посмотреть, может быть с этим что-то связано. Если вам не помогают препараты препараты снотворные моей компании, то переходите к препаратам медицинским. Есть великолепные нестероидные снотворные, допустим, это препарат какой-нибудь, сейчас я придумаю, Левана, 1С, Левана, великолепное снотворное, без такого побочного эффекта. Дальше можно, в случае, если не помогает, можно принимать нейролептик, допустим, можно принимать кветерон, как снотворное. Можно обратиться к психиатру или можно обратиться к неврологу для того, чтобы назначил вам снотворное, если вы не можете заснуть. Мне очень помогает препарат, мне очень помогает метод, который изобрел много лет назад. Я закрываю глаза и начинаю считать на вдохе и выдохе от 50 в обратную сторону. То есть я считаю 50 и стараюсь максимально представить перед собой эту цифру 50. После этого вдох-выдох 49. И представляю, будто я там переворачиваю календарь или представляю просто цифры на темном фоне. Очень хорошо засыпается и после этого хорошо высыпается. Также рекомендую людям, у которых есть проблемы с засыпанием, принимать препарат магний B6 высокой дозировки. Сон будет глубоким. Из наших препаратов это капли дремин. Принимать капли дремин нужно на протяжении дня, а не перед сном. Каким образом? 10-30 капель на чайную ложку с водой на протяжении дня 7-8 раз. Данные капли, они не связаны с тем, чтобы человек засыпал, а связаны с тем, чтобы у человека настраивались волны сна. И это все можно сделать только на протяжении дня. Поэтому употребление данных капель на протяжении дня в дальнейшем приводит к нормализации сна и к благоприятному ровному засыпанию и высыпанию. Андрей, зеленую нитку нашел около года. Сейчас возникла проблема с правой ногой. Боль идет от бедра, а также еще тянет позвоночник. Уважаемый Андрей, чем можно помочь в этом случае? Скорее всего, если боль идет от бедра, это может быть связано с маткой, миомой матки. Это может быть связано с почкой. Это может быть связано с тазобедренным суставом. Обычно в случае, если идет весной, по моему мнению, это связано с гинекологической проблемой. Это может болеть яичник, это может болеть или там может миома так себя проявлять. Поэтому есть смысл обратиться к гинекологу. Именно весной происходит в мае месяце обострение. И в случае, если начинает там миома расти, начинает появляться там отек или начинает появляться проблемы гинекологические какие-либо, то это проявляется в виде боли. И боль может идти в пояснично-крестцовый отдел, а очень часто при увеличении может идти в ногу. Также это может быть в мае месяце проявлением геморроидального узла.
У мужчин часто геморроидальный узел может приводить к тому, что они могут ощущать боль в тазобедренном суставе с правой или с левой стороны. Обратите на это внимание. Какими вашими препаратами можно почистить лимфу? Двумя препаратами. Один препарат называется лимфонорм. Принимать его один раз, одна таблетка 3 раза в день. И второй препарат гемортан, который очищает кровь. Гемортан необходимо. Вообще, как я рекомендую почистить кровь? Вот часто очень люди говорят, на теле появляются определенные узлы на уровне лимфоузлов. Допустим, там узел щитовидной железы, узел слюнной железы. Там узел в груди, узел где-то там появился, вы его нащупали. С чего необходимо начинать? Начинайте с очищения лимфы и крови. Два препарата, лимфонорм и гемортан. Как необходимо принимать? Вечером перед самым сном необходимо принять 4 таблетки одного препарата и 4 таблетки другого препарата совместно. После этого утром начинать принимать по 2 таблетки 3 раза в день одного и другого препарата на протяжении хотя бы 1 месяца. Таким образом вы почистите кровь и почистите лимфу. Как это проявляется? Первое. Очищенная лимфа — это сниженный отек, улучшение голоса, исчезает сиплость, появляются, отбеливаются белки глаз, очищение крови. Исчезают вирусные заболевания, исчезает боль в суставах, улучшается сон, снижается количество, уменьшается в размерах объем живота, уменьшается, исчезают такие проблемы, как там эти угри, улучшается цвет кожи и так далее. Это все очищение крови. Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, убрать онемение в кистях рук и боли в пальцах рук. Онемение в кистях рук и боли в пальцах рук называется артритом. И, скорее всего, вы сейчас болеете артритом. Чем нужно убирать? Поможет моя мазь, которая называется «Золотой бальзам Дуйко». Также поможет мой препарат, который называется артрамин или артразин. Принимайте данные препараты, очень поможет. Из народных способов это изготовление определенной мази. Берется одна часть сала, в него добавляется йод, чтобы сало стало желтого цвета, и добавляется камфорное масло и камфорный спирт, так чтобы шел хороший запах. Натирается места боли, надеваются перчатки теплые, и человек таким образом. Далее парить руки в соленой воде. И третье — это отвар из картофеля. Берется, моется картофель в кожуре, нарезается кусочками, варится на протяжении 1 часа, картофель убирается, а узвар или жидкость, которая образовалась, бульон в ходе изготовления данного препарата, отцеживается и принимается 1 стакан 2-3 раза в день. Также вот таким отваром можно и смачивать или прикладывать аппликации к местам боли возникшего артрита. Андрей Андреевич, если по женски исключение, может это воспалился сустав? Может, да, может воспалиться сустав. Что тогда делать, если воспалился сустав? Поможет моя мазь, называется артразиновая мазь и препарат артразин. Но если у вас нет такой возможности, я рекомендую использовать медовый массаж. Берете мед обычный, натираете сустав, который у вас болит. Берете 2-литровую бутылку от Кока-Колы, наливаете теплую воду и как скалкой катаете по месту, где у вас болит. Катаете так до момента, пока мед этот не начнет прилипать к бутылке. Это может занять длительное время, от 10 до 20 минут, но эффект не заставит себя ждать. Не забудьте, после того, когда сделаете такой массаж, активно натереть ногу сливочным натуральным маслом. Это действительно поможет. Также я часто рекомендую использовать мою болтушку, если можно так назвать, нетрадиционный метод лечения тазобедренного сустава или суставов. Берется 1 яйцо куриное, прямо в кожуре, заливается в банку уксусом,
после чего настаивается на протяжении 10-15 дней, прокалывается, взбалтывается в блендере, и вот такой болтушкой или таким вот препаратом можно смазывать тазобедренный сустав, или голеностопный сустав, или коленный сустав, или кистевой, или суставы кисти, втирая в данные суставы, это уберет у вас боль, поможет вам избавиться. Также поможет при заболеваниях позвоночника, артрита, артроза, убрать боль. Екатерина Микулец. Андрей Андреевич, а ребенку 9 лет, 30 килограмм. Можно лимфу и кровь этими же препаратами чистить? Да, можно. Только меньшая дозировка. Андрей Андреевич, расплывается в глазах. Чем помочь? Сейчас весной расплывается в глазах, может быть связано с тем, что у человека есть два заболевания. Первое заболевание — это вероятнее всего конъюнктивит или блефорит, который вот начал формироваться. Также это может быть сахарный диабет и первого, и второго типа. Также это может быть недосыпание. И чем же лечить? Также это может быть отсутствием витамина В6, В7 и В12. То есть, а все эти витамины находятся в чернике. Можно попить черничную пасту, пропейте аскорбиновую кислоту в большой дозировке, 1000 мг один раз в день. Дальше поприкладывайте примочки к глазам, прикладывайте примочки из обычного чая черного. Там пакетик заварили, не выбрасывайте, поприкладывайте к векам. Дальше уменьшите количество употребляемой глюкозы, то есть избавьтесь от нее, перестаньте есть белый хлеб. Обратитесь к офтальмологу для того, чтобы определил, не развивается ли у вас какое-либо офтальмологическое заболевание. В случае, если да, и обнаружится макулодистрофия, применяйте препарат моей компании, называется глаукамин. Есть еще капли глаукамин. В случае, если есть заболевание катаракта и там есть проблемы хрусталика, принимайте препарат катарфит. Боль в плече, руку невозможно поднять, пишет Сауле Базаршинова. Смотрите, Сауле, прямо сейчас боль исчезнет. Возьмите, как я уже показал, вот болит плечо с правой стороны, прикладывайте руку к рту и начинаете дышать вот так вот в руку. И делайте со мной 10 раз. Теперь вот так на кисти найдите, потыкайте вот так пальцами, найдите место, которое болит. Сильно на него надавите, сильно, несколько раз надавите. 10 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Большим пальцем вот так поводите по руке. Поводите по руке и найдите место, которое болит. Надавите на него и покрутите в любую сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз подышите в руку. И сейчас считаем до 30. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И напишите, исчезла боль в плече или нет. Если боль в плече, вот смотрите, болит с левой стороны, ищите проблему в зубах с правой стороны. Болит с правой стороны, ищите проблему в зубах с левой стороны. Стоматолог. В одном из вебинаров вы говорили о питье соды с холодной водой при аллергии. Сколько соды на стакан воды? 1 чайная ложка на стакан воды. Можно холодной, можно теплой. Если принимать соду 1 месяц, избавляйтесь от любой аллергии на 1 год. Проверено 100%. Як лікувати кандидоз горла після того, як пила багато разів антибіотик? Також покращити імунітет, які препарати теж підійдуть. Перший препарат – це Instamax, 1 таблетка 3 рази в день. Убрать кандидоз можно препаратом Альбикан, 1 таблетка 2 раза в день. Также рассасывать мои таблетки, они называются Лизам, 2-3 раза в день. Уберет кандидоз.
В случае, если это имеет активную форму, то смажьте зеленкой или каплями зеленина. Делайте это 2 раза в день. Очень помогает, правда, 100%. Андрей Андреевич, появились в правом глазу мошки, есть ли способ убрать? Если появляются блики или мошки в глазах, это говорит о том, что у человека есть повышенное или пониженное артериальное давление. В случае, если блики яркие, огненные, это повышенное внутриглазное давление, и оно приведет к макулодистрофии. То есть принимать препараты принимать гипертензационные препараты, это может быть там триплексам, ну их там целый ряд. Пусть врач-кардиолог назначит. В случае, если низкое давление, какие препараты я могу порекомендовать? Препарат глаукамин, препарат шоломниця или шлемник и препарат тонизон. Также тонизон чай. Татьяна Афанасьева, Андрей Андреевич, как лечить моторную алалию? Моторную алалию у ребенка 5 лет, речи нет. Найдите мой семинар, который называется «Лечение аутизма» в YouTube. Там я рассказываю о применении моего препарата окситоциновый спрей и препарата Гипакс. Данные препараты зарекомендовали себя, которые вот как раз могут помочь ребенку. Там я рассказываю о дозировках и обо всем остальном. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как лечить спазм диафрагмы? В случае, если происходит диафрагмальный спазм, держите рядом с собой обязательно стакан горячей воды. Пейте мелкими глотками. В дальнейшем диафрагмальный спазм нужно лечить, используя препараты для уменьшения кислотности желудка. И я считаю, что диафрагмальный спазм часто очень связан как раз с заболеванием гастродуоденит или гастроэзорефлюксное заболевание. Лечить можно омепразолом, 1 таблетка 1-2 раза в день. Очень рекомендую данный препарат, он приведет помпу в норму, рефлюкс сам по себе исчезнет. Нельзя принимать алкоголь, нельзя принимать очень жирную, острую, горькую пищу. Пейте побольше воды, не подкисленной, принимайте куркуму. Кстати, по поводу куркумы, сейчас очень много людей начинает активно принимать куркуму, потому что говорят, что ее применение очень способствует улучшению общего состояния здоровья для человека и чуть ли не препарат, который вылечивает все заболевания. Я хочу сказать вам, что это правда, так и есть. В действительности куркума обладает такими способностями, она может восстанавливать интиму сосудов, и это приводит к тому, что такие заболевания, как окклюзии сосудов, атеросклероз, могут чуть-чуть уменьшаться, не проявлять такую активность. Но есть, о них никто не говорит, но есть и побочные эффекты применения куркумы. Это старение кожи. И если человек очень применяет куркуму активно, то он должен знать, что от куркумы может кожа становиться серой, желтой, изменять свой цвет. Также куркума в высоких концентрациях может быть цитотоксичной и привести в дальнейшем к появлению гепатита и может быть даже разрушению печени по принципу там, цирроза печени и так далее. Поэтому люди престарелого возраста, которые находятся в Индии, где куркума очень используется, в престарелом возрасте не разрешают себе кушать куркуму, потому что считается, что от этого человек более старым становится и так далее. Молодые же себе позволяют. Да, от атеросклероза помогает, но побочные эффекты есть. Я всегда говорю такие слова. Во всем должна быть золотая середина. Именно поэтому в случае, если человек делает что-то маниакально, то фанатично, то хочу вам сказать, что делать так не стоит. Во всем должна быть умеренность и норма, поэтому следуйте такому золотому прекрасному правилу. Андрей Андреевич, чем лечить псориаз? Спасибо. Я считаю, что такие заболевания, как псориаз, рассеянный склероз, фактически неизлечимые заболевания, связаны с одним уникальным качеством. Это инфицирование нашего кишечника определенной энтеробактерией.
которая размножается в случае, если происходит процесс активного брожения. И я считаю, что помочь человеку убрать данные заболевания и рассеянный склероз, ну это, конечно, гипотеза, и заболеваний псориаз возможно в случае, если изменить рацион питания и определенные начать принимать препараты. Какие препараты? Итак, первое, это бифидобактерии. Необходимо взять бифидобактерии, любые там йогурты, которые продаются в аптеке, сухие. То есть это может быть там лактолут какой-нибудь, я не знаю, их там очень много продается. И принимать их в большой дозировке. Но в тот день, когда человек их принимает, в этот день он должен голодать. То есть один день голода, допустим, в четверг, и в этот день нужно на протяжении дня принимать по одной таблетке на 10 килограммов веса, допустим, там, сейчас я скажу, выберу какой-нибудь препарат. Вот. Турбиотик, Линекс Форте, дальше бифидобактерин, там, биогая, их очень много есть. Турбиотик, Даривит, Энтеронорм, Фувир, Субалин, Субалакт, йогурт в капсулах, лацидофил и так далее. То есть вот эти бактерии, их нужно принимать так. Когда человек голодает, он должен на 10 килограммов веса брать одну таблетку. То есть там во мне 100 килограмм, 10 таблеток и 10 таблеток 3 раза в день. При этом на протяжении дня пить воду и ничего больше не есть. Таким образом можно очень существенно улучшить состояние кишечника. Также смертельные для человека продукты, которые приводят к ухудшению состояния при псориазе. Первое это пиво, алкоголь, дальше сладкое, сладости, шоколад. Это все нужно полностью убрать. Из моих препаратов препарат Псориатикс, а также мазь Псориатикс. И одну и другую рекомендую использовать. Псориаз любой формы убирается за 30 дней, если использовать мой бальзам или мою мазь, которая называется мазью изотоновый бальзам или изотоновая мазь. Действительно эффект потрясающий, рекомендую. Изотоновую мазь рекомендую использовать или бальзам в случае, если есть еще и проблемы с лицом, допустим, там клещ на лице и нет возможности помочь, уберете все, используя мой бальзам изотоновый. Что посоветуете делать при скачке давления у мамы 90 лет? Как только у мамы поднимается давление высокое, складываете трубочкой полотенце, ставите под икры ног, просите или сами приподнимаете ее ноги, которые не согнуты в коленях, чтобы она расслабляла, и отпускаете так, чтобы икры ударялись об такой валик. Делаете так 10-15-30 раз. Засчитываете, вернее, смотрите на время, через 30 секунд до 3 минут давление снижается и приходит в норму. Это легче, чем начинать давать маме препараты от давления. Для того, чтобы скачков давления не было, принимайте магнум B6, принимайте альфа-липоевую кислоту, принимайте препарат рутин, это все экологические пищевые добавки, которые в действительности могут помочь человеку избавиться. Шлемник байкальский, препарат тонизон, чай тонизон, капли тонизон. Все это в комплексе может помочь маме чувствовать себя заметно лучше. На этом буду заканчивать сегодняшний. Вот видите, Сауле Базаршинова. Здравствуйте, спасибо, Андрей Андреевич. Боль в плече прошла, только чуть-чуть еще держится. А в записи можно еще повторить этот метод лечения. Вы его для себя запишите и используйте. И больше никогда не болейте. Еще раз быстрый перечень тех препаратов, которые сегодня я хотел бы прорекламировать. Итак, Миграфит уберет мигрени, Витафорт, витаминный комплекс, Лизам рассказал
альфа-липоевая кислота, если палец большой на ноге становится таким же, как мизинец, то есть острым, это говорит о том, что у вас формируется на фоне сахарного диабета второго типа заболевания артериосклероз конечностей и вам необходим препарат альфа-липоевая кислота. В случае, если вы считаете, что у вас в кишечнике есть токсины, поможет препарат фитосорб. В случае, если у вас есть высокий холестерин и есть проблемы с сердечным ритмом, поможет препарат ДППС фракция. В случае, если вы плохо запоминаете, у вас изменяется зрение в худшую сторону, не можете концентрироваться, вам поможет препарат тутусосинкуты. Прямо очень рекомендую. При рассеянном склерозе, при потере памяти, при склерозе рекомендую препарат Ладан. В случае, если вы не можете бросить плохую привычку и все время вас там тянет, ногти грызете, губы грызете, там чешетесь, не можете ничего с этим сделать, допустим, там курите, поможет препарат антизав. В случае, если вам не помогают анестезирующие вещества, поможет дополнительно мой препарат фитоанестезин. Для улучшения иммунитета поможет препарат иммунофит. В случае, если у вас есть проблемы с невралгией сердечной и болит сердце часто, вы это ощущаете прямо, поможет препарат амин или комплекс аминокислот. Если вы хотите восстановить весь организм, помогут вам соли Шуслера, которые сделаны мной в виде гомеопатического препарата комплекс клеточных солей. Его необходимо принимать не менее 7-8 месяцев по одной таблетке один раз в день. За 8 месяцев человек становится моложе на много лет, это визуально видно, худеет, молодеет, там, улучшается все, что есть в организме. Правда, это все происходит через какие-то не очень сложные осложнения, там может быть там, поболеть там, сустав или там кашель появиться и так далее. Но как доказало время, комплекс клеточных солей действительно очень эффективно помогает человеку. Ну и на этом гипергидрозин при вспотевании, альбикан при молочнице, грандис при отсутствии аппетита, эмбриофемина при отсутствии месячных, дипоксал при мочекаменном заболевании, урализ при заболеваниях артрит подагрический, аурум детям, которые не могут разговаривать или там имеют филолалию. Липидерма поможет уменьшить холестерин, а также улучшить качество кожи. Вариковазиновая мазь уменьшит количество варикозов на ногах, улучшит хождение. Также вариковазиновой мазью рекомендую смазывать губы в случае, если есть герпес. Габана мазь уберет артриты и бурситы всевозможные, если болят суставы. Нодикс мазь поможет избавиться от геморроя, лизоциновая мазь поможет избавиться от любых вирусных проявлений на коже. Бишофитовый гель уберет боли в суставах в случае, если это связано с артритами. Липид дермакрем поможет улучшить качество и состояние вашей кожи. Все препараты можно приобрести на моем сайте tibetan-formula.com или aduiko.com. Ссылку на данные препараты я обязательно напишу после окончания вебинара под данным видео. Также я хочу вас попросить, чтобы вы перешли на сайт. В случае, если вам